Привет, друзья! Когда старая коалиция рушится, а новая власть балансирует на грани, каждое голосование становится игрой с историей. Это последняя преграда на пути к формированию новой федеральной власти. Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц сегодня собирается баллотироваться на пост 10-го федерального канцлера Германии. Выборы пройдут в Бундестаге, однако большинство, которым располагает коалиция ХДС, ХСС и СДПГ, остается крайне неустойчивым и едва превышает необходимый минимум. Ровно через 6 месяцев после официального распада светофорной коалиции, состоящей ранее из СДПГ, Зеленых и Свободно-демократической партии, приближается момент завершения процесса формирования нового правительства. В состав будущей коалиции теперь входят, внимание, ХДС, ХСС и Социал-демократическая партия Германии. Утром, начиная сегодня с 9 часов по берлинскому времени, Фридрих Мерц официально выдвигается в Бундестаге на должность федерального канцлера. Несмотря на то, что у так называемой черно-красной коалиции всего на 12 голосов больше, чем необходимого порога в 316 голосов, исход голосования считается практически решенным. Ожидания политических наблюдателей и партийных штабов предельно оптимистичны. Сами ключевые фигуры – это Фридрих Мерц и председатель СДПГ, а по совместительству, кстати, и будущий вице-канцлер Ларс Клинбель, демонстрирующий абсолютную уверенность в успехе. По словам Мерца, все депутаты коалиции подтвердили свое участие в голосовании и находятся в полной готовности поддержать его кандидатуру. В понедельник он заявил, без исключения все депутаты на борту. Клинбель в свою очередь сказал о своей парламентской фракции, цитата: «Я исхожу из того, что мы в полном составе, и я уверен, что все проголосуют «за». Следует, друзья, здесь отметить, что процедура голосования проходит тайно, и результат поименно не публикуется ни в момент голосования, ни позже. Это создает определенную интригу, несмотря на внешнюю уверенность партийных лидеров. В случае, если вопреки всем ожиданиям Фридриху Мерцу не удастся быть избранным с первого раза, предусмотрены дополнительные туры голосования. Такая возможность полностью допускается действующим законодательством. Если же все пройдет по заранее намеченному плану, уже в 10 часов 30 минут по местному времени федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер вручит Фридриху Мерцу официальную грамоту о назначении его на пост главы правительства. Затем без задержек новый канцлер отправится обратно в Бундестаг. В 12 часов состоится торжественная присяга на верность Конституции и немецкому народу. Текст присяги четко прописан в основном законе Германии и звучит следующим образом, цитата: «Я клянусь посвятить свою силу благу немецкого народа, приумножать его пользу, отвращать от него вред, соблюдать и защищать основной закон и законы Федеральной Республики, добросовестно исполнять свои обязанности и поступать справедливо по отношению ко всем. Да поможет мне Бог». По желанию избранный канцлер может отказаться от религиозной части и произнести присягу в светской форме. Это действительно предусмотрено законом и зависит исключительно от личных убеждений кандидата. Уже вечером сегодня принимается первое официальное решение нового правительства. После этого Фридрих Мерц направляется обратно во дворец Бельвью, но на этот раз он уедет туда не один, а в сопровождении своего будущего кабинета министров. Итак, в 12:30 дня состоится важный момент. Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер вручит министеркам и министрам официальные грамоты о назначении их на новые должности. По традиции Штайнмайер произнесет короткую речь, в которой, как ожидается, он обозначит основные приоритеты будущей работы правительства и подчеркнет важность сплоченности. Сразу же после этого делегация отправляется обратно в Бундестаг, понятно? Именно там в 13:30 будет официально объявлено о формировании нового федерального правительства. Таким образом, все назначенные члены кабинета министров произнесут присягу. В отличие от федерального канцлера, который произносит клятву индивидуально, министры это делают иначе. Текст присяги зачитывается один раз для всех, после чего каждый из них произносит по очереди и говорит: «Я клянусь», или в более религиозной форме: «Я клянусь, да поможет мне Бог». Это символический, но в то же время важный акт подтверждения верности Конституции. Дальше, примерно в 14:00 заседание будет завершено. Но на этом день не заканчивается. Уже в этот вечер, как я сказал, в 18:00 запланировано первое заседание нового кабинета министров в качестве вступительного шага коалиции ХДС и СДПГ. Так называемая черно-красная коалиция намерена выполнить одно из своих ключевых обещаний, прописанных в коалиционном договоре.
резко сократить количество специальных уполномоченных, координаторов и омбудсменов. Согласно проекту постановления планируется упразднить, внимание, 25 подобных должностей. Среди них уполномоченные по вопросам морей, велосипедного движения, есть такое, да, феминистической внешней политики, а также по вопросам планирования эпохи перемен и международной климатической политики. Однако гораздо больше внимания привлечет то, что заявил будущий министр внутренних дел Александр Домбрин. Его позиция по ограничению нелегальной миграции уже вызвала бурное обсуждение. В интервью изданию Bild представитель ХСС прямо сказал, цитата: «Первые решения будут приняты сразу после вступления в должность в эту среду. В частности, будут усилены пограничные проверки и увеличено количество отказов во въезде». Эта инициатива может вызвать как поддержку, так и критику, особенно со стороны соседних стран. Я вам об этом уже рассказывал. В тот же день Фридрих Мерц совершит свои первые визиты в качестве канцлера в соседние страны. Помните, я вам говорил, Франция и Польша. Особенно напряженной обещают быть встреча именно в Варшаве, поскольку польские власти крайне недовольны планами Германии по усилению контроля на границах. Ожидается, что именно этот вопрос станет ключевым в разговоре с премьер-министром Польши Дональдом Туском. А вот во вторник, во второй половине дня, запланирована официальная передача полномочий в ведомстве канцлера. Этот момент станет символическим завершением эры кого? Правильно, Олафа Шольца, который занимал пост федерального канцлера ровно, внимание, 1245 дней. Его уход откроет новую главу в немецкой политике. А теперь давайте обсудим, действительно ли Германия получила стабильное правительство, или же нас ждет лишь красивая обложка с трещинами по краям. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости Германии, и спасибо за просмотр.